Они возвращаются к костям умерших спустя годы, иногда через десятилетия. Приходят, стоят, трогают хоботом череп, молчат. Ученые зафиксировали это сотни раз и до сих пор не могут объяснить, зачем именно это существо делает именно это. Слон — единственное животное на планете, кроме человека, которое ведет себя так у останков своих. Не инстинкт, не случайность, что-то другое. Сегодня о слонах. Не о тех, которых вы видели в зоопарке за стеклом, а настоящих. О том, что происходит внутри стада, когда никого из людей рядом нет. О том, как они разговаривают звуками, которые мы физически не можем услышать. О том, почему ученые всерьез обсуждают, есть ли у слона самосознание. Оставайтесь до конца. Ближе к середине будет один факт, после которого вы на слона не сможете смотреть как прежде. Я сам, честно говоря, когда наткнулся на него, перепроверил по 3 источникам. Не поверил с первого раза. Начнем с размера. Потому что слон — это не просто большое животное. Это другой масштаб существования. Африканский саванный слон — самое крупное наземное животное на Земле. Самцы вырастают до 4 метров в холке, весят до 6-7 тонн. Для сравнения, это как поставить друг на друга 4 легковых автомобиля. Только это живое существо, которое дышит, чувствует и помнит. Есть 3 вида слонов. Африканский саванный – самый крупный. Африканский лесной – чуть меньше, живет в джунглях Центральной Африки и долгое время считался подвидом саванного. Только в 2010 году генетики окончательно подтвердили – это отдельный вид. Азиатский слон, 3-й, живет в Южной и Юго-Восточной Азии, заметно меньше африканских собратьев, и у него характерные маленькие уши, в отличие от огромных парусов африканцев. Уши не украшение. Это система терморегуляции. Внутри ушной раковины африканского слона густая сеть кровеносных сосудов. Когда жарко, слон начинает медленно махать ушами. Кровь охлаждается на поверхности уха и возвращается в тело уже холоднее. Живой радиатор. Инженеры изучали эту систему при разработке теплообменников. Хобот — отдельная история. Это сросшийся нос и верхняя губа. Внутри около 150 тысяч мускульных пучков. Ни одной кости. Хобот может поднять бревно весом 350 килограммов и в ту же минуту подобрать с земли 1 монету. Слон пьет через хобот, набирает до 15 литров воды за один раз и отправляет в рот. Дышит, нюхает, трогает, обнимает, угрожает, здоровается. Обоняние слона – одно из самых острых среди всех животных на планете. В 2014 году ученые секвенировали геном слона и обнаружили около 2000 генов, отвечающих за обоняние. Для сравнения, у человека их около 400, у собаки около 800. Слон чует воду на расстоянии нескольких километров, чует человека и определяет, опасен ли он, по запаху одежды. Кожа слона выглядит толстой и грубой. Она и есть толстая, до 2,5 сантиметра в некоторых местах, но при этом невероятно чувствительная. Слон ощущает укус насекомого через эту кожу. Именно поэтому слоны постоянно купаются в грязи. Это не просто привычка, это защита от солнца и насекомых. Слой высохшей грязи работает как природный солнцезащитный крем и панцирь одновременно. Зубы слона – отдельный механизм. Бивни – это разросшиеся резцы. Они растут всю жизнь. У старых самцов бивни могут достигать 3 метров в длину и весить по 100 килограммов каждый. Но не бивнями едят. Для жевания у слона коренные зубы. И вот тут один из самых удивительных фактов в биологии млекопитающих. У слона за всю жизнь меняется 6 комплектов коренных зубов. Не 2, как у человека, 6. Когда один изнашивается, следующий выдвигается вперед, как конвейер. Когда последний, 6-й комплект стирается, слон больше не может жевать. Он перестает есть и умирает.
Именно от этого, не от болезни, не от хищника, от износа зубов. Это, честно говоря, остановило меня. Я прочитал и просто сидел несколько секунд. Потому что это значит, продолжительность жизни слона буквально определяется тем, как быстро стираются его зубы. Биологические часы, которые отсчитывают не годы, а жевательные движения. Живут слоны до 60-70 лет в дикой природе. Самки живут дольше самцов. И чем старше слон, тем он важнее для стада. Но об этом дальше. Потому что социальная жизнь слонов – это отдельный мир, устроенный совсем не так, как большинство людей думает. Стадо слонов – это не просто группа животных, которые держатся вместе ради безопасности. Это матриархат. Строгий, выверенный, работающий по правилам, которые передаются из поколения в поколение. Во главе стада старейшая самка – матриарх. Не самая сильная физически, не самая агрессивная, именно старейшая. Потому что в мире слонов опыт – это буквально вопрос выживания. Матриарх помнит, где была вода 30 лет назад в засуху. Помнит, какие люди опасны, а какие нет. Помнит маршруты миграции, которые прошла еще молодой. Все это не инстинкт. Это личная память конкретного животного, которое становится знанием всего стада. В 1993 году в Кении было засушливое лето. Ученые наблюдали за несколькими стадами. Стада под руководством молодых самок бродили хаотично, теряли время, не находили воду. Стадо под руководством самки возрастом за 50 лет уверенно двинулось в одном направлении и через 2 дня вышло к источнику, который не пересыхал. Матриарх была там однажды, примерно 30 лет назад, и помнила. Стадо состоит только из самок и детенышей. Самцы живут отдельно, одиночками или небольшими группами. К стаду они приходят только в период спаривания, потом уходят. Детеныш рождается весом около 120 килограммов. Это больше, чем большинство взрослых людей. И с первых минут жизни о нем заботится не только мать, все стадо. Тетки, сестры, старшие самки – все участвуют. Это называется аллопарентальный уход. Слонята буквально воспитываются коллективно. Если детеныш падает, несколько слоних немедленно подходят, помогают встать, прикрывают телами. Если он застрял в грязи, стадо останавливается и вытаскивает его сообща. Никто не уходит. Никогда. Слоны общаются. И это общение гораздо сложнее, чем трубный рев, который все слышали. Большая часть коммуникации слонов происходит в инфразвуковом диапазоне, ниже 20 Гц. Это ниже порога человеческого слуха. Мы физически не можем это услышать. Но слоны могут. И не только ушами, через землю. Инфразвуковые вибрации распространяются по грунту на десятки километров. Слон принимает их через подушечки лап. Там расположены специальные рецепторы. И через кости черепа, когда опускает голову к земле. Стада, находящиеся в нескольких километрах друг от друга, переговариваются в реальном времени, без единого звука, слышимого человеком. Исследователи научились записывать эти сигналы специальным оборудованием и выяснили, у слонов есть конкретные слова, сигналы тревоги, сигналы «я здесь», сигналы приветствия, сигналы угрозы. Словарь. Не просто набор звуков, именно словарь с устойчивыми значениями. Слоны узнают друг друга по голосу, не только внутри своего стада. Они помнят голоса слонов из других стад, с которыми пересекались годами ранее. Эксперимент. Исследователи воспроизвели запись голоса слонихи, умершей несколько лет назад вблизи ее бывшего стада. Реакция была немедленной. Слоны повернулись в сторону звука, начали издавать ответные сигналы. Несколько особей двинулись навстречу. Они помнили ее голос спустя годы после смерти. Вот тут начинается то, о чем я предупреждал в начале. Потому что дальше о том, как слоны относятся к смерти. И это не метафора, не очеловечивание животных. Это зафиксированное, задокументированное, повторяющееся поведение, которое ученые наблюдали снова и снова, и до сих пор не могут объяснить до конца.
Когда в стаде умирает слон, стадо не уходит. Они остаются рядом с телом, иногда несколько часов, иногда несколько дней. Трогают тело хоботами, прикасаются к лицу, к бивням, к ногам. Матриарх стоит ближе всех, молчит. Это не просто животные не понимают, что произошло. Это не замешательство. Поведение слишком целенаправленное, слишком повторяющееся, слишком похожее на то, что мы сами делаем, когда теряем кого-то близкого. Слоны пытаются поднять умершего хоботом, бивнями, снова и снова. Исследователи наблюдали, как мать пыталась поднять мертвого детеныша на протяжении нескольких дней. Шла рядом со стадом и возвращалась снова и снова. Когда стадо наконец уходит, они часто прикрывают тело ветками, землей, листьями. Не полностью, но направленно, намеренно. И это еще не главное. Главное, они возвращаются. Спустя месяцы, спустя годы. Проходя мимо места, где погиб сородич, стадо замедляется, останавливается. Слоны подходят к костям, трогают их хоботами. Особенно череп и бивни. Как будто пытаются опознать, вспомнить. Ученые провели эксперимент. Разложили перед слонами 3 предмета: кость слона, кусок дерева и кость другого животного. Слоны раз за разом выбирали кость слона, подходили именно к ней, трогали дольше, возвращались. Чем это объяснить, никто точно не знает. Узнают ли они конкретного сородича по запаху кости? Чувствуют ли что-то, для чего у нас нет слова? Один из исследователей написал в своей работе осторожно, по-научному. Слоны демонстрируют интерес к останкам своего вида, не свойственный другим животным, за исключением человека. За исключением человека. Я, честно говоря, когда прочел это, просто остановился. Потому что это не поэзия, это строчка из рецензируемой научной статьи. Слоны проходят тест на самосознание. Классический зеркальный тест, когда на теле животного делают метку и смотрят, заметит ли оно ее в отражении. Шимпанзе проходят, дельфины проходят, вороны с оговорками, слоны проходят. Слониха по имени Хэппи в 2006 году в зоопарке Бронкса увидела на своем лбу белый крест, нарисованный исследователями, и начала его ощупывать хоботом, глядя в зеркало. Она понимала, что отражение — это она. Это короткий список, очень короткий, и слон в нем есть. Слоны сочувствуют. Не метафорически, буквально. Когда кто-то из стада расстроен или ранен, другие слоны подходят, прикасаются, издают тихие звуки. Исследователи называют это consolation behavior – утешительное поведение. Оно зафиксировано у очень немногих видов. У некоторых приматов, у собак, у воронов и у слонов. Слоны помогают раненым сородичам, вытаскивают застрявших, поддерживают ослабевших во время переправы через реку. В нескольких задокументированных случаях слоны помогали животным других видов, вытаскивали застрявших носорогов, уходили с дороги, давая пройти раненым буйволам. Есть история, которую я не могу не рассказать. В 2003 году слониха по имени Элеонор, матриарх одного из стад в кенийском заповеднике Амбосели, упала. Она была стара и больна. К ней немедленно подошла слониха из другого стада, Грейс. Не родственница, просто слониха, которая оказалась рядом. Грейс пыталась поднять Элеонор хоботом, подпирала ее телом. Элеонор встала. Через час упала снова. Грейс оставалась рядом до темноты. Элеонор умерла ночью. На следующий день к ее телу приходили слоны из 5 разных стад, по одному, группами. Стояли, трогали, уходили. Это не выдумка. Это опубликовано в журнале Biology Letters. С именами, датами, координатами. Просто большинство людей об этом не знает. Теперь об интеллекте. Потому что все, что вы только что прочитали, горе, память, сочувствие — это не отдельные странности. Это следствие одного факта. У слона
один из самых сложных мозгов среди всех животных на планете. Мозг африканского слона весит около 5 килограммов. Это самый тяжелый мозг среди наземных животных. У человека около 1,4 килограмма. Но дело не в весе, дело в структуре. Гиппокамп, область мозга, отвечающая за память, у слона развит исключительно. Именно поэтому поговорка «слон никогда не забывает» не просто красивые слова, это биология. Слоны помнят конкретных людей спустя десятилетия. В тайском заповеднике слониха узнала своего бывшего ветеринара через 12 лет после последней встречи. Не запах, именно лицо. Исследователи проверяли это в контролируемых условиях. Слоны помнят обиды и прощают не всегда. В Индии зафиксированы случаи, когда слоны возвращались к деревням, где их когда-то обидели, через годы. Не к тем же людям, к тем же местам, как будто помнили адрес. В Южной Африке в 1990-х годах в одном из заповедников несколько молодых самцов начали убивать носорогов. Беспричинно. Ученые разобрались. Эти слоны в детстве пережили кулинг, плановый отстрел части популяции. На их глазах убивали взрослых, матриарха. Они выросли без старших самцов, без нормальной социализации, психологически сломанными. Когда в заповедник завезли взрослых самцов из другого места, поведение молодых изменилось в течение нескольких недель. Они успокоились, агрессия прекратилась. Травма, реабилитация. У слонов. Слоны играют. Не только детеныши, взрослые тоже. Они катаются по склонам, брызгаются водой, кидаются ветками. Игра у слонов — социальный клей, способ выстраивать отношения внутри стада, точно так же, как у людей. Слоны используют инструменты. Берут ветки и отгоняют мух. Используют камни, чтобы чесать кожу в труднодоступных местах. В зоопарках слоны научились использовать предметы для того, чтобы дотянуться до еды за пределами вольера. Один слон в таиландском заповеднике регулярно использовал бревно как подставку, вставал на него, чтобы дотянуться до высоких веток. Слоны рисуют. Это звучит неправдоподобно, но это факт. В нескольких азиатских заповедниках слонов обучили держать кисть хоботом. Некоторые из них начали создавать повторяющиеся узоры. Один слон по имени Сири в Сиракузском зоопарке рисовал абстрактные композиции, которые искусствоведы, не зная, кто автор, оценивали как осознанные. Это не дрессировка в обычном смысле, это что-то другое. Слоны понимают человеческие жесты. Если человек указывает рукой на спрятанную еду, слон следует указанию. Это кажется простым, но большинство животных этого не умеет. Даже шимпанзе, наши ближайшие родственники, указательный жест понимают хуже, чем слоны, и хуже, чем собаки. Слон умеет имитировать звуки. Азиатский слон по имени Кошек в южнокорейском зоопарке научился произносить несколько корейских слов, засовывая хобот в рот для изменения резонанса. Он не понимал значения, но точно воспроизводил звуки. Это называется вокальная имитация. Среди млекопитающих редчайшая способность. Из неприматов – слоны, дельфины, летучие мыши и морские котики. А в Кении ученые записали, как один слон начал имитировать звук грузовика регулярно, без очевидной причины. Просто воспроизводил то, что слышал, как ребенок, который повторяет звуки вокруг себя. Мозг слона не перестает удивлять. И чем глубже в это погружаешься, тем острее один вопрос. Если это существо так устроено, что происходит, когда мы его теряем? Что теряет планета, когда умирает матриарх с 50-летней памятью? Об этом дальше. Потому что история слонов и людей — это не только восхищение, это еще и вина. И она тянется несколько тысяч лет. Слон и человек знакомы давно. Очень давно. И эти отношения с самого начала были неравными. Первые свидетельства о домашнивании азиатских слонов относятся к 2500 году до нашей эры. Долина Инда. Там найдены печати с изображениями слонов в упряжи. Это значит, люди приручали слонов раньше, чем построили большинство городов, которые мы сегодня называем древними.
Но одомашнивание – не совсем точное слово. Слонов не выводили как породу, как лошадей или собак. Их ловили в дикой природе молодых, после того, как убивали или отгоняли взрослых. Потом ломали, буквально. Этот процесс на тайском языке называется пхаан. Он включал несколько дней принудительного лишения сна, голода, физического ограничения. Цель – уничтожить независимую волю животного. Это практиковалось тысячи лет и практикуется в некоторых местах до сих пор. Слонов использовали на войне. Александр Македонский столкнулся с боевыми слонами персидского царя Дария при Гавгамелах в 331 году до нашей эры. Лошади греков отказывались идти на слонов. Запах, размер, звук. Паника в рядах конницы. Александр нашел способ. Атаковал слонов с флангов, целил в ноги, поджигал. Но впечатление осталось. Потом он сам завел слонов. После похода в Индию. Ганнибал переправил через Альпы 37 боевых слонов в 218 году до нашей эры. Это один из самых известных военных маневров в истории. По заснеженным перевалам, в условиях, для которых эти животные не предназначены. Большинство слонов погибло в пути или вскоре после. Один, по имени Сур, вероятно, единственный африканский лесной слон в том походе, дошел до Италии и пережил несколько сражений. Ганнибал ехал на нем сам. В Индии боевые слоны оставались частью армий вплоть до 17-18 веков. Могольские императоры держали тысячи боевых слонов. Акбар Великий лично участвовал в боях верхом на слоне. Это была не экзотика, это была военная доктрина. Слонов использовали как живые тараны для прорыва укреплений, как движущиеся платформы для лучников, как психологическое оружие. Один вид надвигающегося слона разрушал строй противника эффективнее любой тактики. Римляне использовали слонов в цирках. Это отдельная и мрачная страница. На арене Колизея слонов заставляли сражаться с гладиаторами, с другими животными, с вооруженными людьми. Плиний-старший описывал, как слон, смертельно раненый на арене, полз к зрителям, не нападая, а как будто прося. Толпа, по словам Плиния, замолчала, впервые за все представление. Даже римская толпа. Слоновая кость. Это слово сегодня звучит красиво. Материал, отделка, антиквариат. За ним столетия охоты. Бивни слона ценились всегда. В Древнем Египте, в Китае, в средневековой Европе. Из слоновой кости делали троны, статуэтки, рукоятки мечей, четки, клавиши фортепиано. Клавиши рояля вплоть до середины 20 века были из слоновой кости. Каждый рояль — несколько убитых слонов. В XIX веке с появлением нарезного оружия охота на слонов стала промышленной. Только в период с 1800 по 1900 год было убито по разным оценкам от 800 тысяч до нескольких миллионов африканских слонов. Целые субпопуляции исчезли. Ареал сократился катастрофически. В 1989 году международная торговля слоновой костью была запрещена. Это решение спасло вид от немедленного исчезновения. Популяция начала восстанавливаться. Медленно. Но браконьерство не остановилось. Оно ушло в тень. По данным организации Save the Elephants, в пиковые годы от 2011 до 2013 браконьеры убивали около 30 тысяч африканских слонов ежегодно. Примерно одного каждые 15 минут. Каждого 15 минут. Сейчас в Африке осталось около 415 тысяч африканских саванных слонов. Это звучит как много, но в начале 20 века их было несколько миллионов. Африканский лесной слон находится под угрозой исчезновения. Его популяция за последние 30 лет сократилась более чем на 85%. Азиатских слонов осталось около 40 тысяч, меньше, чем жителей среднего европейского городка. Подождите, прежде чем мы перейдем к финалу, есть кое-что, что нельзя пропустить.
Потому что в этой истории есть и другая сторона. Люди, которые слонов не убивают, а охраняют. И то, что происходит между ними и слонами, не менее удивительно, чем все остальное. В кенийском заповеднике Амбасели работает исследовательская станция. Ее основала Синтия Мосс в 1972 году. Больше 50 лет она наблюдает за одними и теми же семьями слонов. Знает их по именам, знает их истории, их характеры, их отношения. За эти годы она задокументировала то, что раньше казалось невозможным для науки. Личности слонов. Не поведенческие паттерны, именно личности. Одна самка была известна своей исключительной терпимостью к детенышам других семей. Другая — агрессивной реакцией на любых незнакомцев. Третья — склонностью к исследованию новых объектов, почти детским любопытством, которое не проходило с возрастом. Это не проекция, это 50 лет наблюдений, тысячи часов записей. Синтия Мосс видела, как рождались слоны, которых она изучала, и видела, как они умирали. Некоторых от браконьеров, некоторых от старости. И каждый раз фиксировала реакцию стада, одно и то же. В Южной Африке есть заповедник Тула-Тула. Его владелец Лоренс Энтони в 1999 году согласился принять 9 слонов, приговоренных к уничтожению за агрессивное поведение. Стадо несколько раз прорывало ограждение. Энтони ночевал рядом с ними, разговаривал. Просто присутствовал, спокойно, без угрозы. Постепенно слоны успокоились, остались. Лоренс Энтони умер в марте 2012 года от сердечного приступа. Дома. Через 2 дня после его смерти 2 стада слонов, те самые, которых он спас, пришли к его дому. Из разных частей заповедника. Они не приходили к дому больше года до этого. Они пришли через 2 дня после смерти и стояли у дома 2 суток. Потом ушли. Как они узнали, никто не знает. Его сын Дилан Энтони написал об этом в своей книге. Факт задокументирован. Я не знаю, что это значит. Ученые тоже не знают. Но это произошло. Есть люди, которые посвятили жизнь тому, чтобы слоны, пережившие травму, могли восстановиться. В Кении работает организация Shelbrick Wildlife Trust. Они подбирают слонят-сирот, тех, чьих матерей убили браконьеры, или тех, кто упал в колодец или потерялся во время засухи. Выхаживают их с первых дней жизни. Это невероятно сложно. Слоненок до года не может существовать без матери ни физически, ни психологически. Смесь для кормления разрабатывалась годами. Обычное молоко убивает слонят. Им нужна особая формула с кокосовым маслом вместо молочного жира. Но дело не только в питании. Слонята-сироты нуждаются в физическом контакте круглосуточно. Смотрители спят рядом с ними. Буквально в одном помещении на полу. Меняются каждую ночь, чтобы слоненок не привязался к одному человеку и не страдал, когда тот уходит. Потому что слонята умирают от тоски. Это не метафора. Это медицинский факт. Стресс разлучения у слонят вызывает физиологические нарушения, несовместимые с жизнью. Когда слонята подрастают, их постепенно реинтегрируют в дикие стада. Это занимает годы. Иногда больше 10 лет. Бывшие воспитанники возвращаются к людям, уже взрослыми. Иногда приводят своих детенышей, показывают. Один из смотрителей описывал. Слониха, которую он выкормил 20 лет назад, пришла к базе с новорожденным детенышем. Остановилась на расстоянии. Он подошел. Она позволила ему прикоснуться к малышу. Это выбор, осознанный. Знали ли вы об этом до сегодняшнего ролика? Напишите в комментариях. Мне правда интересно, что из всего этого для вас оказалось самым неожиданным. Потому что впереди последнее. О том, что происходит с экосистемой, когда слон исчезает. И почему его называют инженером ландшафта, не поэтически, а буквально. В научном смысле этого слова. Слон меняет ландшафт. Физически, буквально. Там, где живут слоны, мир устроен иначе, чем там, где их нет.
Слон съедает от 150 до 300 килограммов растительности в сутки и проходит до 80 километров в поисках еды. Это означает, одно животное за один день обрабатывает огромный участок территории. Ломает ветви, вырывает кусты с корнем, валит деревья. То, что выглядит как разрушение, на самом деле работа. В саванне слоны не дают деревьям разрастаться сверх меры. Там, где слонов нет, кустарник смыкается, трава исчезает, открытые пространства зарастают. Там, где слоны есть, саванна остается саванной, открытой, пригодной для зебр, антилоп, гепардов, птиц. Один слон – это целая служба поддержки экосистемы. Слоны роют. В сухой сезон они находят воду там, где ее не видно с поверхности, и копают. Хоботом, ногами, бивнями. Иногда на глубину нескольких метров. Эти ямы становятся водопоями для десятков других видов. После ухода слонов к воде приходят антилопы, птицы, мелкие млекопитающие, рептилии. Слон вырыл, остальные пользуются. В лесах Центральной Африки слоны – главные распространители семян. Они поедают плоды огромного количества деревьев, проходят десятки километров и выбрасывают семена с пометом в совершенно другом месте. Некоторые деревья центральноафриканских лесов без слонов просто не могут размножаться. Их семена слишком крупные, их не перенесут птицы или мелкие животные. Только слон. Ученые подсчитали, исчезновение слонов из лесов Конго приведет к постепенной смене породного состава леса. Деревья, зависящие от слонов, начнут вымирать. Это изменит структуру леса. А лес Конго – второй по размеру тропический лес на планете после Амазонии. Один из главных углеродных резервуаров Земли. Слон исчезает, лес меняется, климат получает удар. Это не преувеличение. Это расчет, опубликованный в журнале Nature Geoscience. Слоновьи тропы – это не просто следы на земле, это дороги. Протоптанные поколениями, они становятся руслами для воды во время дождей. Эрозионные каналы, которые потом превращаются в ручьи. Некоторые реки в Африке и Азии текут по маршрутам, которые изначально проложили слоны. Помет слона – удобрение и банк семян одновременно. Один слон производит около 130 килограммов помета в сутки. В каждой порции семена десятков растений, упакованные в питательную среду. Навозные жуки мгновенно разбирают его, зарывают в землю, и семена прорастают в идеальных условиях. Там, где есть слоны, выше биоразнообразие. Больше видов растений, больше видов животных, сложнее пищевые цепочки, устойчивее экосистема. Когда слонов убивают, рушится не просто популяция одного вида, рушится архитектура среды, которую этот вид строил тысячелетиями. Есть еще один аспект, который редко обсуждают. Когда браконьеры убивают слонов, они в первую очередь целятся в тех, у кого самые большие бивни, а самые большие бивни у самых старых, у матриархов. Убивая их, браконьеры уничтожают не просто животное, они уничтожают память стада. 50 лет знаний о маршрутах воды, об опасных людях, о безопасных местах. Все это исчезает вместе с одним выстрелом. Осиротевшие стада ведут себя хаотично. Молодые самки не знают, куда идти в засуху, не знают, каким людям доверять, не знают, где искать воду, которую матриарх нашел бы за 2 дня. Браконьер убивает слона, но на самом деле он убивает библиотеку. Вы когда-нибудь видели слона в дикой природе? Не в зоопарке, а именно в дикой. Напишите в комментариях. И напишите, изменилось ли что-то в том, как вы смотрите на этих животных после сегодняшнего разговора. Потому что осталось последнее – финал. И я хочу вернуться туда, с чего мы начали – к костям. К тому, зачем слон приходит к останкам своих. Потому что теперь, зная все это, этот образ звучит совсем иначе. Вернемся к началу, к костям. Слон идет по саванне. Он уже проходил здесь давно, может быть, 10 лет назад, может быть, 15. Здесь умер кто-то из стада.
Здесь остались кости. Стадо замедляется, останавливается. Слоны подходят по одному, трогают хоботами, молчат. Потом уходят. Мы видели это сотни раз. Мы записывали это на видео, описывали в статьях, обсуждали на конференциях. И все равно не можем ответить на главный вопрос. Что происходит внутри? Что чувствует существо с 5-килограммовым мозгом, с гиппокампом, который помнит десятилетия, стоя у костей того, кого знало живым? Есть ли там образ? Есть ли там что-то похожее на то, что мы называем воспоминанием? На то, что мы называем утратой? Наука честно отвечает: мы не знаем. Но вот что мы знаем точно. Слон — единственное наземное животное, мозг которого в абсолютных цифрах тяжелее человеческого. Единственное, кроме нас, которое хоронит своих. Единственное, которое возвращается к останкам. Единственное, у которого зафиксировано утешительное поведение в том же смысле, в каком оно есть у нас. Единственное, которое рисует, которое имитирует звуки, которое узнает себя в зеркале, которое помнит голос умершего сородича через годы после его смерти. Мы привыкли думать о животных как о существах, живущих только настоящим, без прошлого, без будущего, без внутренней жизни. Это удобная концепция. Она позволяет не думать о том, что происходит со слоном в цирке, или в контактном зоопарке, или в момент, когда браконьер стреляет в матриарха, а детеныш стоит рядом. Но слон не вписывается в эту концепцию, он ее разрушает. Меня, честно говоря, больше всего в этой теме зацепило не что-то одно конкретное, а общее ощущение, которое возникает, когда складываешь все вместе. Память, горе, сочувствие, самосознание, инструменты, язык, возвращение к костям. В какой момент набор биологических фактов превращается в нечто большее? В какой момент мы перестаем говорить «поведение» и начинаем говорить «опыт»? Я не знаю ответа. Подозреваю, что никто не знает. Но сам факт, что этот вопрос возникает, уже что-то значит. Есть цифра, которую я хочу оставить напоследок. Не для статистики, для масштаба. Когда умирает матриарх с 50-летней памятью, вместе с ней исчезает знание, которое не записано нигде. Ни в одной книге, ни в одной базе данных. Только в ее голове. Где была вода в засуху 1987 года? Какие люди опасны? Какой маршрут безопасен? Это знание существовало 50 лет и исчезает за секунду. Каждый год в Африке гибнет около 20 тысяч слонов. Это не только 20 тысяч животных. Это 20 тысяч библиотек, 20 тысяч историй, 20 тысяч существ, каждая из которых помнила что-то, чего больше нет нигде. Слон пережил мамонта, пережил саблезубого тигра, пережил несколько ледниковых периодов. Он шел рядом с человеком 5000 лет, на войнах, на стройках, в цирках, на дорогах Индии. Он нес на спине царей и богов. Сейчас он стоит у костей кого-то из своих, трогает хоботом череп, молчит. И где-то в нескольких километрах человек с ружьем, которому нужны бивни, и человек с фотоаппаратом, который хочет сохранить хоть что-то. И где-то в Найроби женщина, которая 50 лет смотрит в одну и ту же саванну и знает каждого слона по имени. Это 3 разных ответа на один вопрос. Что делать с существом, которое, возможно, чувствует больше, чем мы готовы признать? Просто слон. Просто самое большое животное на суше. Просто стоит у костей и молчит.